Добрый вечер, дорогие друзья! Рад приветствовать всех на канале Артура Пасека. И сейчас я хочу вместе с вами посмотреть, как обстоит ситуация с пойманным роем и сделанном отводке. Сделаем такой небольшой обзор ульев, то есть посмотрим, как у них обстоят дела. Ну и сейчас вот уже сегодня 11 июня. Кинем им по вощинке, посмотрим, насколько они готовы, насколько вообще набрали силу перед основным медосбором. До него осталось совсем немножко, так что первым делом посмотрим, как обстоят дела в отводке, как у них дела обстоят с маткой, ну и вообще засев, поднос нектара и всего остального. Так, что ж, для тех, кто сегодня смотрит первый раз мое видео, в этом году я начал такой небольшой эксперимент. Вот у меня два улья. В одном сидит отводок, который я делал еще в начале мая. Он у нас как прототип купленной пчелосемьи. А во втором сидит спойманный рой. Он как прототип с пойманного роя. Эксперимент заключается в чем? В том, что какой будет результат по меду, по силе семьи у роя и у пчелопакета за один рабочий сезон. То есть вот они лето отработают, то есть лето, осень, и кто в зиму идет с какой силой вообще, стоит ли покупать пчелопакеты или ловить раи. Так что поехали, смотрим, что у нас есть. Так, по засеву и по приносу меда. Что я вижу? Вижу, есть у нас вот такой вот невзрачный есть свящевой маточник. Потом матка у нас побывала на самой крайней рамке. Есть уже, сейчас покажу поближе. Пчелки вот печатают расплод, это крайняя маточка. Здесь вот запечатанный медок уже есть этого года. С этой стороны и такая же ситуация у нас и с этой. Да, есть уже расплод. Матка сеет очень хорошо. Напомню, что отводок делался 2 мая. Вот. И вот такая у нас сейчас ситуация. Так, смотрим дальше. Что у нас по рамочкам? Ой-ой-ой. Так. Как видите, матка сеет очень хорошо. Вот отводка прям замечательная маточка. Так, понастраивали кучу языков. Да, в вощине они нуждаются прям
Мед есть. Пыльца, перга. В общем, семья очень хорошо себя чувствует перед основным медосбором. Сейчас, если найду маточку, вам покажу тоже. Тут очень красивая матка. Замечательная прям. Так. Пошли дальше. Смотрим. Так, языки мы убираем. Это нам не нужно. Пчелиная, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пчелиная импровизация. Очередная доза. Получена от пчел. Что интересно, в этом отводке очень болючие укусы. Я бы даже сказал, очень болючие. Хотя я к ним отношусь нормально. Но тут девки угощают прям очень хорошо. Так. Что мы видим? Видим мы следующее. Рамочка полностью засеяна. Вот давайте я вам ближе покажу и эту рамочку. Как видите, матка сеет, ну просто молодец. Маточка большой молодец. Или точнее большая. Так, а собственно ее показать вам. Эту молодец. Мне очень эта семья нравится. Прям повод для гордости. Какой хороший у меня отводок получился. Ай-яй-яй. Так, здесь не запечатанный расплод идет. Кстати, может быть, здесь мы и увидим, а может быть и не увидим матку. Сейчас ситуация на пасеке очень плачевная из-за дождей. Большая часть моих ульев в роевом состоянии. И прям идут баталии. Сегодня с одного улья я снял 11 маток. Еще бы чуть-чуть. И мне кажется, эта семья просто разроилась бы. Так, а нету. Прячется девица, красавица. Так, ну это у нас последняя рамочка кормовая. Здесь все залито метком. Залито метком. Много пыльцы. Ну и матку я тоже таки здесь не вижу. Так, вот берем эту мисочку эту лишнюю. Так, ну что, еще разок сейчас посмотрим. Еще разок сейчас посмотрим наличие матки. Хочется же ее все-таки найти. Показать вам, дорогие друзья. И вот сюда им между рамочек. Кстати, вот купил лощинку. Перед этим была такая бело-серая, а это такая прям ярко-желтая.
Посмотрим, как они ее будут оттягивать. Вставляем вощинку им, для того, чтобы у пчелок была работа. Та-та-та-та-та. Где же ты, где? Где ж ты, моя синеглазая, где? Вологде, 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 где? Не видно, хоть ты шо ей. Не, ну матка тут очень заметная девица. Я ее уже находил разок. Такая крупненькая. А вот так вот смотришь и не видно. Главное, и на стенках вроде пчелок нету. Но тем не менее. Я думаю, очень скоро можно будет уже сюда ставить ганимановскую разделительную решеточку и накидывать уже второй магазин. Потому что пчелки сейчас тут... А, вот она. Ребята, вот она, наша девица. Вот. Ползет себе по своим делам, проверяет владение. Маточка. Я думаю, ее видно хорошо. Гляньте, такая вот, такая вот, такая вот, такая вот. Вот она, вот она, вот она. Так что все хорошо. Так. Оп. Оп. И... Так, ну что, на этом обзор отводка заканчиваем и переходим к рою. Рой был пойман совсем недавно. Врать даже не буду, там надо посмотреть, как до этого вот, в начале месяца, на прошлой неделе даже. Да, на прошлой неделе это 100% рой поймал. Вот, посадили мы его сюда, и сейчас будем смотреть, как они обжились. Комары, сволочи, кусаются. Так, ну что ж, приступим. Ача. Воу. Так, рой у нас на данный момент сидит на 4 рамках. Да и в принципе больше не сказать о нем нечего. Хотелось бы увидеть матку. Ну и посмотрим. Я им сюда кидал, получается, 1 сушь и 3 вощинки. Сейчас посмотрим, как они оттянули вощину. Ну и вообще, как у них обстоят дела. Так. Поехали. Первая рамочка. Это у нас вощинка. Так. Я же говорю, я когда его споймал, там в видео даже говорил, что очень мелкая пчелка. Вот, ну, мне тогда не показалось. Так, видим. Вощинку они оттянули уже. Начали оттягивать. Довольно неплохо. Из ребят кто-то писал в комментариях, то что рой очень сильно отличается от купленной семьи, от отводка, то что скорость работы у пчел намного больше. С этим я согласен на 100%.
Ну вот, как видите, это вот, уже это самая крайняя рамочка. Сейчас посмотрим остальные. Но пчелка мелкая, очень мелкая такая, прям вот, не знаю. Ну, у меня такой не было. То есть у меня она какая-то более крупная. Тут такие мелкие жопки у них такие интересные. И окрас интересный тоже. Ладно, пойдемте смотреть дальше, что у нас здесь есть еще. Так, следующая лощина. Ну, тут уже девки постарались. Прям на славу. Оттянули так оттянули. Даже меда уже залили. Хотелось бы еще увидеть ихнюю матку. Как она выглядит. Вот. Смотрите, сколько напрыска уже здесь. Прям вот именно, ну, по самой венце залито все метком, не учитывая серединку. Вот. Я думаю, мед это с акации, беленький такой, светлый очень. Так. Идем дальше. Засева нет и матку я не вижу тоже. Ну ладно, еще осталось 2 рамочки. А это у нас рамочка суши, которую я им давал первый день. Так, есть засев. Матка сеет. Насколько хорошо матка сеет, я вам сказать. Ну, в принципе, не знаю. В общем, по печатному будем смотреть. Сейчас очень слабо видно засев. Видно, что он есть, как бы. Видно, что есть засев, но как плотно и как хорошо. А, вот наша матка. Тоже такая с оранжевой задницей. Она как бульдозер просто прет напролом, расталкивая всех. Интересная дамочка. Я думаю, вы видите ее. Ай-яй-яй. Тихо. Стопе, стопе, стопе. Вот наша маточка идет. Вот она. Так, матка есть, пчелки себя чувствуют очень комфортно. Значит, у нас все хорошо. Так, и третья лощинка, которую они запустили тоже под пищеблок, скажем так. Оттянута она просто с 2 сторон. Как видите, здесь и здесь. Вот, скажем так, недельная работа пчелы с роевой силой. Вот. Так. Ну что ж. Кинем им тоже одну вощинку. Ой. Так. Чтобы девочки не скучали. Сейчас они у нас на 4 рамочках. И али, оп. И вот у нас уже прям полноценная 5-рамочная семья. Это мы можем сдвинуть немножечко сюда. Перетасуем немного рамки
Ай, аккуратно. Так, чтобы я тебя не придавил. Я сейчас переставил кормовую, ну, та, которая залита сплошняком медом, на самый край. А та, которая немножко оттянута вощинка, сдвинул с серединки и туда еще одну поставил вощину. И вот заставная рамочка. Так. Теперь делаем чуть плотнее все. Сейчас я вам покажу, как все выглядит у нас. Так, вот наш раек. Вот эта рамочка стояла на месте этой. Мы их поменяли местами. Это оттянутая вощина, ну, полуоттянутая вощина. Это свеженькая вощина. А здесь уже кормовая, как бы. И у нас получается эта кормовая. И раз, два, три рамочки. 3 гнездовые рамки. Так, ну что, раек себя чувствует очень замечательно. Я думаю, за 2 недели он обойдет уже отводок. Как по силе, так, думаю, и по своим ресурсам. Ну что ж, следующая серия будет очень скоро. Всем всего хорошего, удачных ловли раев, ну и хорошего сезона. Всем всего доброго, пока-пока.